Друзья, всем привет! С вами Егор Еремеев. И сегодня для меня особенный, знаменательный, скажем так, день. Я нахожусь сейчас в университете Гарвард. А вот это так называемый Гарвардский двор или Harvard Yard. Да, это старейший центр университета. Гарвардский университет был открыт в 1636 году. Представляете? Он является старейшим университетом Америки. Мало того, что оно самое старое, оно еще и самое богатое учебное заведение мира. У Гарварда больше всего денег. У Гарварда сейчас 12 основных школ, еще один институт продвинутого обучения, что-то так, Radcliffe Institute of Advanced Studies. То есть, по сути, это как 13-я школа. Бывший президент Америки Барак Обама со своей женой окончили Гарвард. Известный нам создатель Фейсбука Марк Цукерберг также окончил Гарвард. Актеры Мэтт Деймон, Натали Портман, Томми Ли Джонс. Гарвард окончило 48 нобелевских лауреатов и 32 лидера государств. Гарварду принадлежит земля площадью 22 квадратных километра. В настоящее время в Гарварде обучается 22 тысячи студентов. А ежегодно Гарвард принимает всего 5% подающих заявок. По состоянию на 2018 год фонд Гарварда насчитывает около 40 миллиардов долларов. Представляете? А учиться в Гарвардском университете обойдется вам в 50 тысяч долларов. Это только за обучение. Ну и опять же зависит от выбранной вами программы. Плюс к этому прибавьте еще стоимость проживания и питания. Гарвардский университет является частным университетом. Входит в знаменитую и престижную Лигу Плюща. Видите, вот этот вот флажочек вверху написано Ivy League. Ivy League, да, это Лига Плюща, как раз знаменитая. Но это отдельная история большая, в которую входит группа университетов. И хочу вам наглядно показать, что такое Лига Плюща вообще. Да, это вот те университеты, у которых на их стенах был плющ. Вот видите? И вот так на многих зданиях университета Гарварда везде есть плющ. Библиотека Гарварда является самой большой академической библиотекой в мире. Когда входишь в Гарвардскую библиотеку, то здесь есть мемориалы с одной стороны и вот здесь вот тоже. И на этих мемориалах написано следующее, что вот эта библиотека была подарена матерью Гарри Элкинса Уиденера. Он был выпускником Гарвардского университета, и он погиб на Титанике. Они были вместе на Титанике с матерью. Мать и горничная спаслась, а он погиб. Так вот, его мать потом, позже, подарила 2 здания библиотеки Гарварду в честь ее сына. Смотрите, что я нашел. Вот это памятник Джону Гарварду, основателю Гарвардского университета, который приехал сюда из Великобритании, по-моему, из Сассекса, и
основал, собственно говоря, все это дело. Музей университета насчитывает около 28 миллионов экспонатов, и сейчас они являются одними из величайших в мире. И, кстати, Гарвард выпустил самое большое количество выпускников-миллиардеров в мире. Друзья, Гарвардский стадион вмещает 30 тысяч человек. Представляете? А вообще, Гарвард является домом для огромного количества видов спорта и команд. Чтобы вы понимали, в Америке университетские команды разделяются на дивизионы. Да? То есть, если вы знаете, в Америке больше 4000 университетов. Можете себе представить? И Гарвард, кстати, в первой пятерке мира, по оценкам разных издательств, 42 команды Гарвардского университета играют или принимают участие в первом дивизионе. То есть это самая высшая лига спортивная. В современных Олимпийских играх не практически, а всегда представлен Гарвард. То есть кто-то из Гарвардского университета, спортсмены Гарвардского университета участвуют в Олимпийских играх. Во всех последних современных Олимпийских играх. 80% студентов Гарварда принимают участие в каких-то из видов спорта. Кстати, интересный момент, да, что в штате Массачусетс есть города Бостон, да, это столица, и Кембридж, и Гарвард, он расположен как в Бостоне, так и в Кембридже. Стадион и спортивные все площадки Гарварда находятся в Бостоне. И через мост находится часть других корпусов. Кстати, здесь же находится вот недалеко бизнес-колледж Гарварда. Кстати, Гарвард выиграл 144 национальных спортивных соревнования и 435 комбинированных соревнований университетов Лиги Плюща. Гарвард очень поощряет студентов, которые занимаются спортом на высоком уровне. Я знаю, что вот недавно буквально одну из девочек наших знакомых, она училась в Великобритании, ее приняли в Гарвард и дали ей стипендию, очень большую стипендию, потому что она была второй по теннису в Великобритании. И, кстати, если я правильно понял, здесь написано, что этот стадион был подарен выпускниками 1879 года. Сначала по мосту Бостонского университета я пришел из Бостона в Кембридж, сюда, потом прошел вдоль набережной, вернулся опять в Бостон для того, чтобы посмотреть спортивные оснащения Гарварда, бизнес-школу Гарварда. И опять снова вот по этому мосту я возвращаюсь к Гарвардскому университету, к другим корпусам, к историческим старым зданиям. По одной из легенд, потом Гарвард ввел при зачислении тест на плавание, экзамен на плавание, прежде чем зачислиться. И по одной из легенд этот тест был введен вот именно как бы после того, как мать подарила библиотеку, и по ее настоянию это было сделано. Но, как я прочитал, что на самом деле это было, но в 1920-х, по-моему, годах, но это не имело никакого отношения к семье Уиденеров. Но у Гарвардского университета также действуют программы поддержки студентов, то есть можно получить стипендию и грант, но я уже рассказывал неоднократно в своих видео, что нужно для того, чтобы получить грант и стипендию. Это все далеко не просто.
И, кстати, хоть Гарвард и самый старый университет Америки, но у него есть и вот такие, видите, современные здания. Одно из зданий Гарвардской бизнес-школы. Вот я отошел немножко буквально от главного стадиона. И вот это вот у нас спортивный поле. Посмотрите на вот это. Видите? Ржавые какие-то сетки, типа контейнеры, какой-то хлам навален. Ну, такие решетки стоят, заборы старые. Я напоминаю, что Гарвард — это самый богатый университет мира.